Всем привет! В этом ролике вяжем красивую, нарядную и очень простую детскую футболку. Я вяжу на девочку 9 лет, размер 140, ширина изделия 38 сантиметров. Будем вязать из пряжи Bamboo Jazz Multi от Fibra Natura. Натуральная пряжа на 50 грамм 132 метра в составе 50% хлопка и 50% бамбука. Для работы рекомендуются спицы номер 4. У меня красивый цвет номер 304. Пряжа короткого секционного окрашивания, очень нежная, мягкая, отлично подойдет как для вязания детских вещей, так и взрослых. Такие яркие цвета в мотке. На детскую футболку у меня ушло 3,5 мотка. Изделие из этой пряжи очень приятное к телу. Мы вяжем на спицах номер 4. Длина лески у меня здесь 60 сантиметров, и нам понадобится спицы 40 сантиметров для вывязывания воротника и рукавов. Мы вяжем по кругу. На детскую футболку я набираю 152 петли. Я снимала мерки с футболки. Ширина футболки 38 сантиметров. В одном сантиметре у меня 2 петли. 38 умножаю на 2, получаю 76 петель, это ширина. То есть окружность, еще умножаю на 2, 152 петли. Набрали нужное количество петель, плюс одну петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание в круг, следим за тем, чтобы коса наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Можно повесить маркер начала ряда. И мы начинаем вязание лицевой гладью. Все петли провязываем лицевыми. Только первую петлю только один раз провязываем за заднюю стенку. Остальные петли всегда вяжем за переднюю стенку. Провяжем 2 ряда лицевой гладью. Все петли вяжем лицевыми по кругу. Провязали 2 ряда лицевой гладью. В третьем ряду делаем утолщение. Для этого переснимаем петлю с левой спицы, разворачивая ее. С изнаночной стороны подхватываем вторую перемычку. Вот она. Возвращаем 2 петли на левую спицу и провязываем лицевой. Переснимаем петлю, разворачивая. Находим вторую перемычку. Вот первая, вот вторая. Подхватываем ее. Возвращаем 2 петли на левую спицу и провязываем лицевой. Вновь переснимаем петлю, разворачивая ее. С изнаночной стороны подхватываем вторую перемычку. Провязываем 2 петли лицевой. Таким образом будем продолжать вязать до конца ряда. И у нас по низу изделия образуется небольшой рубчик, который будет препятствовать закручиванию края изделия. Разворачиваем петлю, снимаем, подхватываем вторую перемычку с изнаночной стороны, провязываем лицевой. Покажу поближе перемычку. Вот первая, вот вторая. Ее нам надо подхватить правой спицей и накинуть на левую. Далее все петли мы просто будем вязать лицевыми по кругу на нужную нам высоту до пройм. Моя длина 30 сантиметров. Умножаем на нашу плотность в рядах. У меня 2,6 сантиметра. Получаем, что мне надо провязать 78 рядов до подмышечных впадин. И вот здесь у меня провязано 78 рядов лицевыми. Вот такой получается край изделия. После ВТО он будет лежать еще лучше. Мы сейчас делим все петли пополам на перед и спинку по 76 петель. Отсчитайте половину петель, повесьте маркер. Сейчас мы будем работать только с передней частью. Сформируем подрезы и проймы. Для этого в начале ряда необходимо закрыть 2 петли. Провязываем петлю и накидываем на нее предыдущую. Одну закрыли, вторую закрыли. Довязываем петли переда до конца, до маркера. Разворачиваемся. В изнаночном ряду в начале ряда тоже закрываем 2 петли. Первую снимаем, вторую провязываем изнаночной, накидываем на нее предыдущую. Первую петлю закрыли,
и вторую. Довязываем ряд до конца изнаночными. В начале следующего ряда лицевого мы закрываем одну петлю, довязываем петли до конца. И в начале изнаночного ряда нам тоже надо закрыть одну петлю. Снимаем, провязываем петлю изнаночной, накидываем предыдущую. Довязываем ряд до конца. Получается, мы закрыли по 3 петли с каждой стороны. На спицах осталось 70 петель. Такая половинка подреза сформировалась. На спинке будет то же самое. Если вы вяжете изделие для взрослого, то вам надо закрыть больше петель, например, 2 раза по 2 и 3 раза по 1. Далее вяжем на нужную нам высоту проймы. Мне надо провязать 15 сантиметров, умножаю на мою плотность 2,6 ряда в 1 сантиметре. Получаю, что мне надо провязать 39 рядов. Но 4 ряда я уже провязала при формировании подрезов, поэтому остается мне провязать 35 рядов. Из них 8 рядов надо оставить на формирование выреза горловины, поэтому 35 минус 8. Остается мне провязать 27 рядов. Нам нужно четное количество рядов, поэтому я провяжу 26. 26 рядов лицевой гладью до формирования выреза горловины. Я провязала 26 рядов. Далее приступаем к формированию выреза горловины. Для этого по центру нам надо выделить 10 петель. Для взрослых размеров выделяйте побольше петель. 20 будет хорошо. Я выделила 10 центральных петель. Вырез горловины будем формировать безотрывно, поворотными рядами, не довязывая по 2 петли в каждом ряду. Сейчас мы провязываем петли лицевыми до маркера, не довязывая как раз 2 петли. Осталось 2 петли до маркера, и мы разворачиваемся. Первую петлю переснимаем и прокручиваем таким образом, чтобы с одной стенки петли показалось 2. Вяжем в обратную сторону до конца ряда изнаночными. В следующем ряду нам надо не довязать 2 петли до нашего предыдущего разворота. Провязываем петли лицевыми. Вот она, наша развернутая петля, у нее 2 стенки. Нам надо не довязать одну петлю до нее. То есть провязываю еще лицевые. И вот одна петля до развернутой. Здесь мы снова разворачиваемся. Вяжем в обратную сторону изнаночными. Петлю снимаем и прокручиваем ее вот таким образом. Довязываем ряд до конца изнаночными. В лицевом ряду мы снова не довязываем 2 петли до нашего предыдущего разворота. То есть останавливаемся на одной петле плюс развернутой петле. Вот она петля и развернутая. Разворачиваемся, первую петлю снимаем, прокручиваем, вяжем в обратную сторону изнаночными. Всего нам надо провязать 4 ряда с разворотами. Я вяжу 4-й ряд, разворачиваюсь. Первую петлю снимаем и прокручиваем. Далее вяжем петли изнаночными. Заканчивая формирование одной стороны, провяжем сейчас все петли лицевыми прямо до конца ряда. Нам будут встречаться развернутые петли. Их нам надо провязывать за обе стенки. Вот она, наша развернутая петля. Провязываем лицевой слева направо, подцепляя обе стенки. Обычную лицевую за заднюю стенку, развернутую за обе передние. Всего должно быть 4 развернутых петли. Провязываю 4-ю и довязываю ряд до конца. На второй половине передней части развороты у нас формируются с изнаночной стороны в изнаночных рядах. Сейчас мы вяжем петли изнаночными, не довязывая 2 петли до маркера. Когда остается 2 петли, разворачиваемся
Первую петлю снимаем, прокручиваем ее таким образом, чтобы из одной стенки показались две. Вяжем до конца ряда лицевыми. Развернутую нашу петлю хорошо видно с лицевой стороны, вот она. Нам надо не довязать одну петлю до нее и развернуться. Таким образом, нам тоже надо сделать 4 разворота, то есть вяжем 8 рядов. В 9 ряду провязываем петли лицевыми до конца ряда. И вот такой вырез горловины у нас сформировался. Для удобства вязания эти петли можно переодеть на дополнительную нить или дополнительные спицы. И мы переходим к вязанию спинки. Здесь тоже надо сформировать проймы, закрывая 2 петли и 1. Далее вяжем такое же количество рядов, как и спереди, но спинка у нас должна быть длиннее для того, чтобы изделие не оттягивало назад. Поэтому к спинке добавляю еще 6 рядов, для взрослых изделий 8-10 рядов. Далее приступаем к формированию плечевых швов. Будем сшивать при помощи крючка с изнаночной стороны. Выворачиваем изделие наизнанку. У меня крючок номер 4. Снимаем петлю с одной спицы, со второй и протягиваем через них рабочую нить. Снова снимаем петлю с одной спицы, со второй и протягиваем рабочую нить через 3 петли на крючке. Снимаем петлю с одной спицы, со второй, протягиваем рабочую нить. Таким образом сшиваем, не доходя 2 петли до нашей развернутой. Развернутую петлю лучше видно с лицевой стороны. Вот она с 2 стенками. Не доходя 2 петли, сшиваем плечи. Туго петли не затягивайте, чтобы шов не стягивал изделие. И у нас получается вот такой аккуратный шов. Аналогично сшиваем второе плечо и приступаем к обработке выреза горловины. Здесь нам понадобятся спицы с леской 40 сантиметров. И нам надо провязать 2 ряда лицевыми. Просто провязываем петли по кругу. Там, где плечевые швы, добираем пару петель, чтобы не было большого расстояния между ними. Для того, чтобы красиво также с рубчиком закрыть петли и чтобы край горловины был эластичным, для этого мы делаем накид на себя, переснимаем петлю, разворачивая, подхватываем вторую перемычку с изнаночной стороны, провязываем лицевой, накидываем на эту петлю накид и предыдущую петлю. Так будем выполнять закрытие. Накид на себя, переснимаем петлю, разворачивая, подхватываем вторую изнаночную перемычку, накидываем на левую спицу, провязываем лицевой, накидываем накид и предыдущую петлю. Здесь туго петли не затягивайте. Таким образом выполняем закрытие по кругу. Не забывайте делать накид, он нам нужен как раз для эластичности. Вот такая получается красивая горловина. После ВТО здесь все ляжет еще ровнее. Оставшийся конец нити надо красиво замкнуть, вставляем его в иглу. Ищем первую горизонтальную петлю закрытия, вводим иглу под обе стенки, протягиваем нить, уводим нить в середину той петли, из которой она выходит. Вот так замкнули красиво косу. С изнаночной стороны закрепляем, делаю небольшой узелок и прячем нить, уводя ее в плечевой шов. Теперь приступаем к рукавам. Доберем петли рукавов из проймы. Спицы 40 сантиметров. Подводим рабочую нить и вытягиваем петли. Соотношение 1 к 1. То есть из одной кромочной вытягиваем одну петлю. Вводим спицу под обе стенки или прямо в петлю и вытягиваем петлю рабочей нитью.
Добираем петли рукавов по кругу таким образом, чтобы не было большого расстояния между ними, особенно в подрезах. Я набираю 48 петель. Далее провяжем рукава по кругу без убавлений. Я провяжу 22 ряда. Это 20 рядов, и 2 ряда нам нужны на формирование рубчика при закрытии петель. Здесь можно провязать и большую длину. Здесь закрываем петли обычным способом с формированием рубчика, не эластично. Переснимаем петлю, разворачивая, подхватываем вторую перемычку с изнаночной стороны, провязываем лицевую. Следующую петлю разворачиваем, снимаем, накидываем перемычку, провязываем лицевой и накидываем предыдущую петлю. Таким образом закрываем петли рукава по кругу, туго петли не затягивайте. Аналогично вывязывается второй рукав. Далее отправляем изделие на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки, сушила на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Простая, красивая, модная футболка готова. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.